Bluetooth-колонка с технологией Sound Pulse Audio, функцией стереопары, компактными габаритами, хорошим дизайном, качественной сборкой, удобным и интуитивно понятным управлением, защита от воды и пыли класса IPX7, да, в дождя точно не боится, последним Bluetooth, великолепным временем работы и приятным звучанием. Обо всем этом я, разумеется, как всегда, прочел в рекламе колонки под названием Tronsmart Trip. То же, что и вы делаете, в принципе, перед покупкой. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Всем привет, вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, мы будем с вами тестировать две колонки Sound Pulse. Это Tronsmart, притом вполне возможно, они должны будут работать в паре. Да, True Wireless Stereo Pairing. То есть, когда мы их объединяем, мы получаем стереопару. Насколько хорошо эта стереопара будет работать, какая у нее будет автономность и все остальные прелести вы узнаете, разумеется, в ролике. Вот так все это дело у нас будет распаковываться. И барабанная дробь, вторую можно, кстати, также уже сразу взрывать. Вот так ее можно подвешивать. Мне нравится. Это что-то необычное. Это что-то нестандартное. У этого есть мини-джек, у этого есть Type-C. Это весит очень мало. И у этого, по-моему, даже есть документация на русском языке, вопреки всему, несмотря ни на что. Именно, есть документация на русском языке. Воды не боятся, в паре работают, быстро подключаются. Фабричная какая-то вот эта штука, это тканевая. Потом они обещают, разумеется, нам поддержку голосового ассистента. Ну и Type-C Charging Port. То есть то, что они могут заряжаться через Type-C. 20 часов звучания. Одна штука весит 316 граммов. Две штуки весит 634 грамма. 168 миллиметров. На 77,9, на 78 считайте. И на 38,5 миллиметров. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, iPhone 14 у нас разыгрывается, OnePlus Nord N20 SE, еще много всего. Читаем описание. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме, но не в этом месяце. В этом месяце сместим на недельку. С интернетом у меня пока проблемы. Перейдем же к беспроводной колонке. Полетели. Приобрести данную колонку можно в 6 вариантах расцветки, даже камуфляжные есть. Я приобрел классический черный вариант. Дизайн данной модели неплохой, боковые части выполнены из матового пластика и большая часть колонки обшита тканью. Тактильные материалы приятные, но топовыми их назвать сложно. Потертости и царапины за время моего использования не появились, но я ее и не бросал. Жалко мне ее, хороша она внешне. Сборка хорошая, ничего не отваливается и не отклеивается. На корпусе расположили название производителя, тканевая ручка для удобной переноски, две ножки с антискользящими вставками. Вибрации глушат они хорошо, колонка не прыгает. Также есть встроенный микрофон для звонков, разговаривать через колонку можно, но не сказал бы, что это особо удобно, да и микрофон здесь не топовый. Далее есть прорезиненная заглушка, за которой спрятали разъем USB Type-C для зарядки, а также наш любимый ауксовский вход, чтобы по проводу можно было подключать. Светодиод также в наличии, он спрятан за заглушкой. Последнее, что мы имеем, это 5 физических кнопок из команд на борту. Это включение-выключение, плей-паузы, переключение треков, регулировка громкости, ответ-сброс вызова, активация голосового помощника, отключение от Bluetooth, сброс до заводских настроек, а также вход в режим стереопара, о котором мы поговорим позже. На нажатие колонка откликается, разумеется, хорошо и быстро. Летим дальше. Оснащена Tronsmart Trip двойными полночастотными динамиками и двумя пассивными излучателями. Все как мы любим, для низких частот. Технология Sound Pulse Audio на борту, и по всей видимости данная функция включена по умолчанию. Мощность скромная 10 Вт, частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц. Колонка оснащена функцией стереопары, у меня на руках две колонки данной модели. Я тестировал стереопару, и это довольно удобно. Звучание объемно интересное, заряд аккумулятора в шторке смартфона отображается, мультипоинт не завезли. Колонка автоматически подключается после включения с ранее сопряженным устройством. Далее, емкость аккумулятора 2000 мАч, полный цикл зарядки занял у меня 3 часа 5 минут, время автономной работы достигает 19-20 часов. В случае, если слушать колонку на 50-60% громкости, время автономной работы хорошее. Водонепроницаемость класса IPX7,
Конечно же, я протестировал ее на водонепроницаемость, окунув проточную воду на 30 секунд. Колонка показала себя хорошо, по итогу с ней ничего не произошло и под заглушку вода не попала. Приложение для обновления прошивки и других манипуляций производитель не предоставил, к нашему великому сожалению. Bluetooth версии 5.3, что очень круто, из кодеков только SBC, связь со смартфоном колонка держит хорошо, радиус действия по моим тестам около 16 метров без потери звука. Недалеко. Задержка при просмотре видео на YouTube или в играх слегка заметна, ну, к примеру, лично я данную колонку не собирался использовать для просмотров фильмов или игр, во всяком случае, без провода. Звучание. Запаса громкости достаточно, но на вечеринку с большим количеством народа, разумеется, ее будет мало. Для компании в 3-5 персон еще более-менее. На 100% громкости каши есть, звук неплохо сбалансированный, сам бас качающий, и его изредка прямо много, как по мне. С другой стороны, для этого обычно колонки и покупают такие. Середина с неплохой проработкой, верхам слегка не хватает акцента. Детализации по мне достаточно, за свою стоимость она показала себя великолепно в плане звука, как для колонки, которую можно взять в поход, она имеет приятное и довольно качественное звучание. Но у всего есть свои минусы. Минусы. Единственный кодек это SBC, но к айфону, разумеется, оно тоже подключается. Нет приложения, как по мне, материалы хрупкие, при первом падении возможно, что что-то отлетит. Я проверять не буду, она не заявлена как противоударная. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, и как всегда у Тронсмартов она вас приятно удивит. И не забываем подписываться на канал, писать в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Скоро будет Motorola, скоро будет много смартфонов, выгружаю примеры, и я к ним прям по-серьезному в этот раз отнесся. Всем, кто оставит любой комментарий под этим роликом, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Резюмирую. Беспроводная колонка Tronsmart Trip — хороший выбор, если вам нужна дешевая, интуитивно понятная в использовании колонка для походов на природу, пляж или что-то подобное. Не могу сказать, что я в восторге от данной модели, но в негативных эмоций она у меня не вызвала. Весь функционал рабочий, проблем за время тестирования не обнаружил, что уже радует, и в целом Tronsmart Trip хорошо себя показала, как для категории бюджетных колонок, так и в принципе. Девайсу однозначное да, подписываемся на канал, добра и удачи вам, дорогие друзья.